Я приветствую вас, представители знака зодиака Рыбы. Таро расклад, поворот событий. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 31 марта. Давайте узнаем, что будет меняться. А возможно, это будет та реальность, которая изменит вас самих. И будем добрее и милосерднее к самим себе. Не стоит загонять себя в угол, если мы то, что видим и слышим, никак не вписывается в наши планы, или мы с чем-то не соглашаемся. Это не означает, что мы не можем осуществить свое намерение или достичь цели. Это лишь означает то, что нам нужно внести некоторую коррекцию в задуманное и адаптироваться к тем переменам или к тем условиям, которые происходят вокруг нас. И с чем-то подобным может быть связан период, как и до конца марта, но также и еще и до середины апреля. Итак, события ближайшего будущего, ближайших дней. У нас сегодня две колоды по традиции, и мы не задаем вопросов оракулу Ленорман. Мы позволим картам провести, раскрыть перед нами ту цепочку последовательности развития событий, как это карты видят. И останемся, конечно, реалистами. Любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы проведем с вами приятное время, и какие-то подсказки вы получите. Или какой-то пазл вы для себя сложите, глядя на карты, перекладывая, опять же, в события вашей жизни. Итак, с чем это может быть связано, события ближайших дней, или что будет меняться, события будущего. Поворот событий, так мы и назовем первую карту Таро. Какая сфера жизни или что учитывать? С чем вы столкнетесь? Что-то тут нам торопится. Давайте достанем. Ага, перестаралась. Окей. Это карта влюбленная. Предвосхищая, карта говорит, что выбор придется делать. Может быть, это в отношении чего-то на таком глобальном уровне, это касается ваших достижений. А может быть, это и по части любви, мои дорогие, по части взаимоотношений. Или приходит какая-то новость, информация, и вы тоже стоите на выборе. Но какой-то выбор как раз для именно ваш, личный, будет означать поворот судьбы или поворот событий. Это может быть связано и с новостью. Итак, идем дальше. От чего вы откажетесь или что вам придется несколько видоизменять или трансформировать? Что вам буквально будет помогать, что вам важно не пропустить, увидеть или, ну, как-то помогает вам это, поэтому на что нужно обратить особое внимание. Сфера ваших достижений, у кого-то учеба, у кого-то работа, ну и деньги. Личная жизнь и любовь. И карта совет. События будущего давайте узнаем. Ух ты, а у вас перемены. И для кого-то это может быть как исполнение желания, причем такого, знаете, глобального, важного. А для кого-то это как мир перед вами открывается. Один из символов Меркурия. Для кого-то из вас открывается возможность новых партнерских отношений, новых взаимодействий. И можете изучать, кстати, языки. Меркурий. Меркурий – это где-то прообраз, или Меркурий, или Гермес, прообраз Гермеса Трисмегиста. Кто-то может изучать новые духовные практики, и это будет тоже оказывать на вас особое внимание. Это как новая реальность, новые горизонты, или расширять кругозор. Может быть, и поездок будет много, или вы задумали работать из любой точки мира, вы потому что задумали переезд. Здесь это может быть связано, мои дорогие, исполняется ваше желание. В эти 10 дней, может быть, накануне оно исполнилось, но есть, вот с этого начинается наш расклад, что у вас что-то складывается с хорошим плюсом. И после этого как раз и происходит вот этот выбор. То есть вам, ну как исполнение желания, если мы говорим, это вам не просто дается на короткий период времени, а вы должны это переложить в новую тенденцию, сделав выбор в отношении чего-либо или кого-либо. Может быть, сама по себе, как поездка, для кого-то проясняет
ту или иную обстановку. Или будете ли вы туда переезжать или нет. Но это еще и новые возможности, мои дорогие. И есть такой момент, по Меркурию много информации, с которой вам придется работать. Давайте посмотрим события ближайших дней. Все ключи в ваших руках. И если здесь 3, а тройка, это у нас всегда будущее. И 10 это тот фундамент, от которого мы можем оттолкнуться. Или, как я сказала, исполнение желаний. Это какой-то итог. Итог, причем ваших приложенных ранее усилий. Это не манна с неба отнюдь. А по аркану ключ, обратите внимание, 8 и 33. Если мы 33 складываем, мы получаем 6. И это у нас всегда карта победы, если мы на Таро переводим. И правда, вся активность проходит по нумерологии в 6 этапов. Это где-то напоминает китайскую гексаграмму 6. Да? Это опять же победа. Но есть и 8, то есть сама по себе победа, надо удерживать эту победу. И одновременно 8, это если мы перевернем, это как символ бесконечности или знак лемниската, который всегда располагается над головой мага. Поэтому что-то должно быть продолжено. Мы делаем выбор, и дальше мы продолжаем. Ключи в ваших руках. Но тут, правда, по части работы и ваших достижений могут быть какие-то сведения, хотя я не исключаю, что и личная жизнь где-то с кораблем проигрывается, и с перевернувшейся картой. Но, видимо, одновременно и тут и вопросы ваших достижений. Потому что по ключу бубны – это деньги. Денежная тема, она у вас присутствует, это очень важно. А по кораблю это у нас пики, это всегда возможность, это воздух. Это пространство, почему я говорю эфир, интернет и все, что с этим связано. Ну, может быть, для вас, как и пространство, перемещение, километраж имеет значение, так и все то, что где-то с этим эфиром тоже. Здесь время подумать, чтобы стать популярным, я даже так скажу. И поэтому у кого творчество, личное дело, личный бизнес, расширяйте, становитесь популярными. Вам словно высшие силы помогают. Это правда. Но и финансовая составляющая, она тоже немаловажна. И в этот период времени, может быть, ваши достижения переложить на более удобный финансовый фарватер. Возможно, что-то изучить или открыть нужные двери, или для себя избрать наиболее приемлемый путь. Или вообще, в принципе, если ключи в ваших руках, открыть эту дверь или решиться на что-то, и тогда это будет означать какое-то очень красивое продолжение. Обдумать, безусловно, нужно, потому что бубны или деньги, они не предусматривают какой-то, знаете, двойственности или какой-то неопределенности или пустых надежд. Нет, всегда по бубнам это практика. И это какая-то реальность. Вот и вы будьте реалистами, мои дорогие. Несмотря на то, что действительно что-то тут начинается, даже, может быть, как с вашей идеей, которую вы задумывали когда-то давно. Но я так вижу, как минимум один пункт в осуществлении вот этой идеи или исполнения желаний вы имеете. События будущего. Вы имеете сильную позицию. Опять же 10. Сильная позиция. Но здесь у нас 15. И если мы сложим, опять победа. Опять 6. И вот эта сильная позиция свидетельствует медведь. Это могут быть контакты с такими людьми надежными с вашей стороны. Это тоже и у вас сильная позиция. Поэтому переложить свою силу и победу максимально на те продолжения и прогресс, которые можно и есть смысл развивать. Ну, должно даже, наверное, развивать. И есть тот человек или то лицо, которое вам готов помогать. Это могут быть как и кто-то из ваших близких, но здесь может быть и правда какое-то перспективное партнерство по части ваших достижений. Дела, работа, бизнес, трефы. А трефы – это как раз более такая денежная энергия, и одновременно это не сами по себе, вот как деньги, да, бумаги, но это наши приложенные усилия, которые потом окупаются сторицей. Но, повторюсь, сильная позиция. События будущего, ну, наверное, не поддаться на какие-то уговоры. 7 и дама. Поэтому, ну, по даме может проходить как и какие-то обещания или много эмоций. Здесь может проходить и ваша какая-то задумка, когда уже буквально не терпится. Поэтому, с одной стороны, поспешность была бы
неправильным шагом. Змея. Это символ мудрости тоже, да, хотя у кого-то может проигрываться как страстная любовь. С другой стороны, это может проигрываться как и обман. Поэтому будьте реалистами, мои дорогие рыбы и рыбки. Мы знаем, змея, она никуда не спешит. Она сначала наблюдает, словно анализирует, а потом только быстро действует. Вот такие энергии вам будут буквально помогать. И у нас 7. Мы можем 7 превратить, как вот его величество, выбор. Но мы можем затянуть этот выбор пустыми надеждами. А выбор, тем не менее, делать придется. Но этот выбор, он должен быть максимально продуманный, мудрый. Об этом нам говорит карта. И может быть тогда, ну, если буквально есть такой человек, которому не стоит доверять, а вот доверять нужно вот как паркану медведь, людям проверенным, надежным, а не пустым обещаниям или пустым надеждам. Поэтому будьте мудры, мои дорогие рыбы и рыбки. У вас сильная позиция. К вам тоже могут обращаться. А не можешь ли ты мне помочь? А не мог бы ты мне или не могла бы ты мне оказать там содействие? Или не могла бы ты мне оказать какую-то услугу? Или ты знаешь, у тебя получится лучше, чем у меня. Сделай, вот выполни за меня то-то и то-то. Нет, мои дорогие рыбы и рыбки, вы сами в центре внимания. Не соскользните на какую-то лесть буквально или на какие-то пустые уговоры или обещания. Поворот событий давайте с вами откроем. Ну вот, наверное, все то, что я говорила, вам действительно нужно услышать. Праздник после победы у вас на кону. Как и победа, я уже много об этом сказала. И, кстати, победа ведь у нас буквально выбор. Какой-то правильный выбор вы должны сделать. И если мы говорим четверка жезлов, это как 4 столпа. Это уверенность, это надежность, это победа и буквально после победы праздник. Но это ваши перспективы. Это то, как победу мы сохраняем и буквально фильтруем, что же мы будем продолжать. И тогда этот праздник должен быть продолжен. Но это, наверное, все то, что я с самого начала говорила по аркану корабль. Что же, от чего вы откажетесь или что вам придется переделывать? Вы можете, кстати, от своих иллюзий отказаться. Вы можете отказаться даже профильтровать свои прежние намерения, цели, планы и где-то идеи и отчасти отказаться. Кто-то может отказаться и все же паш воды от каких-то отношений. Я такое тоже могу предположить. Потому что интуитивно вы как-то можете чувствовать, что нет, я не доверяю. С учетом аркана змея, вот такое, пусть не для всех, но у пары человек такое я допускаю. Почему? Вот эта карта, она тем не менее, это карта очень хорошего настроения, добрых эмоций, может быть, как знаков внимания. Нам здесь что-то радует, это точно. Но наш паш держит кубок, а из кубка выглядывает рыбья голова, мои дорогие. Ваш знак рыбы, он и буквально символ благополучия, денежного достатка и путешествий. Поэтому вот эти 3 момента благополучия, денежный достаток и переезды, путешествия, перемещения. Ну и сразу сюда добавим эфир, интернет и ваша популярность. То, что вам может принести деньги где-то в целом, говорит про пажа воды. Но это какие-то первые шаги. Первые шаги, скорее всего, будут связаны с тем, что вы что-то передумаете. Хотя я могу сказать, что это будут и еще и добрые эмоции могут быть в отношении вас со стороны надежных людей, как минимум одного человека. Ну и вы-то сами в этот период будете очень чувствительны и очень добрые, кстати. Доброта конкретно проходит по этой карте. Но у вас, опять же, есть змея. Поэтому фильтруйте свое окружение. Рассматривайте, может быть, каждого, как и вблизи и вдали, буквально, и в микроскоп, и в бинокль. Вы не можете с чем-то здесь ошибиться. На кону ваш успех, ваше благополучие, процветание и новые достижения. Что вам помогает? 13-й старший аркан, да, вот он так изображен в этой колоде карт, и здесь совсем не смерть даже называется. Лошарандары. Отпусти. Вот действительно, тут окончание чего-то. Ну и правда, если мы выбираем, делаем выбор, и делаем выбор в пользу самих себя или то, что мы видим смысл продолжать, то, что служит вашему прогрессу, то, безусловно, мы что-то завершим, поставим в чем-то точку. Это тоже, опять же, этот ключ или та дверь,
как в будущее, которое мы открываем. И это карта трансформации и свободы. Свобода возможностей, свобода выбора, свобода перемещений, свобода по части, каким образом вы будете зарабатывать деньги. Но есть и то, что нет смысла удерживать. И вы, наверное, в этот период времени, что вам буквально помогает, когда вы, с одной стороны, избавляетесь от иллюзий или избавляетесь от того, что вас долгое время удерживало в рамках, как в тисках, или постоянно, ну, как бы балансировало, вам что-то обещали, но не выполняли. Вот здесь вы будете все такие препоны, ограничения или ненадежных людей. Это вам буквально помогает, когда вы несколько убираете из своей жизни окончание. Есть смысл продолжить только то, что, к чему лежит ваша душа. Или остаться с теми людьми, которым вы действительно доверяете и надежные. Не включаться снова и снова в какую-то многозадачность, потому что на кону вы сами, и вы это где-то прочувствуете. И обратите внимание, не в каждой карте этой колоды присутствует значение ангела. И это означает, там, где нет ангела, не прорисован он, это зависит от вас самих. Нет в паже воды, нет, кстати, хотя тут прорисованы интересно вот эти 4 столпа, или как праздник после победы, жезлы с крыльями. Здесь у нас в старшем аркане как благословление сделать этот выбор. Но здесь сам ангел держит птицу Феникс на своей ладони. Вот для вас задача. Вы теперь как птица Феникс. Мои дорогие рыбы и рыбки. Очень важное что-то у вас в эти 10 дней на кону, как и решается. Так и вот от этой победы или от конкретного решения, или может быть то, что как исполнение желаний к вам приходит, словом, все то, что я уже говорила. Для вас это какая-то перезагрузка, трансформация и буквально освобождение. Ваши достижения. Отчасти это вам самим нужно быть вот таким непредвзятым арбитром, потому что это карта эксперта, того человека, который все знает, холодной энергии, но в то же время это карта респектабельности. И, видимо, вот такое хладнокровие вам потребуется не раз для того, чтобы и себе продолжить эту, как и победу, так и праздник, так и сделать его величество важный выбор, мои дорогие. Здесь мы от чего-то не уйдем, это факт. И каким образом или что мы будем продолжать, это решаете только вы. Но праздник должен быть продолжен. Поэтому по этой карте мы, с одной стороны, можем искать недостающую информацию. По этой карте проходят люди буквально закона. Это могут быть юристы, адвокаты. Вы можете отправляться как и к высоким чиновникам, так и буквально за юридической консультацией, каким образом осуществить желаемое. Или получить какой-то документ. Или получить документ для перемещения. Все-таки у вас корабль. Для вас будет очень важно поступать по закону. Очень хладнокровно относиться ко всему, что происходит вокруг вас. И если каким-то образом меня смотрят люди разные совершенно, если вы чувствуете недомогание, карта включает и врачей тоже, потому что по этому аркану проходят как и люди в форме, и тут любая форма врачей, это тоже где-то форма. Здесь проходят и люди в погонах или представители власти. Значит, опять же, структуры, закон, знание закона или какой-то внешней обстановки. И ваше хладнокровие вам помогает увидеть какую-то реальность. Или о самом себе узнать что-то более конкретно. Для вас это очень важно, потому что вы как птица Феникс. Поэтому тут догадки не надо строить. Или вот этот выбор, он не лежит где-то в догадках или в том, что мы предполагаем, да. Значит, вы предполагать можете, а после этого сразу переложите на реальность. А это я могу продолжить, а это я могу осуществить, а это каким-то образом вписывается в реальность сегодняшнего дня или нет. Это были мои иллюзии. Избавление от иллюзий. Вот этот тоже момент проходит. И это все для вас важно, потому что достижения, ваши достижения, какие-то важные, когда хватит думать, пора аккуратно вот-вот действовать. Может быть, и первые шаги вы уже теперь будете делать в эти 10 дней. Но больше я
вижу, что вы должны на последующий период с чем-то, ну так твердо определиться или добыть буквально какую-то информацию. Сфера любви. Ну, правда, тут поддерживает как минимум ваша семья. Если вы человек семейный, тут разные, как и ваша семья, буквально ваши родители или ваш супруг, супруга. Может быть, это какие-то контакты с вашими родственниками, вашими детьми. Сама очень благополучная карта. И вверху у нас паж кубков. Вообще, эта карта и про любовь, и про благополучие. Десятка кубков, хоть и кубки, но здесь все же проходят, как и вопросы дома, и кто-то из вас может заниматься вопросами жилища, где я буду находиться, или планировать как таковой переезд, может быть, с семьей, может быть, и один, но тем не менее, семья, любовь и радость, вот то, что прописано, и одновременно благополучие и с материальным, тем не менее, эквивалентом. Поэтому возможности, может быть, и разделить этот праздник со своими близкими, но еще и некоторая перезагрузка в направлении того, что вы захотите продолжать. И, как я уже говорила, то, что служит вашему прогрессу. Как карта совет. Еще одна 6. И здесь нужно разделить. С одной стороны, мы должны разделить нашу ностальгию и то, что мы можем осуществить. По этой карте мы заканчиваем пустое ожидание. То, что не может быть продолжено. Да, что-то греет душу. Но девушка, обратите внимание, смотрит на перышко. И действительно, какие-то воспоминания добрые есть. Но вместе с тем есть и реальность. Вверху у нас 13-й аркан, который говорит совсем не о том, что мы расслабились и мы раскисли. Поэтому не совсем, наверное, этот период для ностальгии. Я вижу так. Этот период, мои дорогие, для возрождения и каких-то правильных выводов и правильного выбора. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.